Видеоигровая индустрия давно стала неотъемлемой частью современного медиапространства. По своим размерам она уже давно сравнилась с индустриями кино и музыки, а местами их даже переплюнула. Компьютерные игры имеют кучу жанров, однако, несмотря на это, одни игры часто переплетаются с другими. И нередки случаи, когда различные поджанры видеоигр синхронизируются с другими отраслями индустрии. Некоторые из этих отраслей я назвал в самом начале ролика. К примеру, это может быть как фильм, так и другая игра. И получается этакий кусок одной игры в другой. Да уж, данное вступление я слишком тяжело загнул. Простыми словами, на рынке существует такая серия гоночных игр, как Forza, и в частности в данном ролике больше будет идти речь о подсерии Horizon. Так вот, авторы данных гоночек очень любят, так сказать, коллаборировать с различными продуктами медиасферы, как с играми, так и с фильмами, так и с другой сферой развлечений. Надеюсь, я вас не запутал, берите печеньки и чаек, и сегодня я поговорю с вами о самых интересных коллаборациях в мире Forza. Начнем с чего-то простого и очевидного. В конце марта 2015 года, где-то за 2 недели до того, как общественность увидела Форсаж 7, разработчики из Playground Games анонсировали новое DLC для Forza Horizon 2, которое было связано с этим фильмом. Причем авторы постарались придумать что-то новое, а не стали обходиться лишь тачками из фильма. Так вот, события данного дополнения разворачиваются до событий фильма. Игрок становится членом команды Теджа Паркера, тот самый афроамериканец, у которого еще вот этот начес во второй части был. Нашему герою предстоит доставить 10 автомобилей, которые фигурируют в самом фильме. Да, это мелочь, не шибко оригинально, но авторы хоть как-то попытались обосновать появление данных автомобилей в игре. Также, что немало приятно, так это то, что данный сборник автомобилей с миссиями буквально сразу после релиза раздавался бесплатно в течение определенного времени. Спустя еще полгода вышел набор автомобилей, так называемый Карпак, посвященный всей вселенной Форсажа, а не только 7 части. К примеру, там была Супра и Эклипс из первого фильма, и еще был похожий Карпак, но уже для 6-го Моторспорт. Также к выходу 8-й части киноленты в 7-м Моторспорте был еще один набор автомобилей из Форсажа, но уже из 8-й части. Удивляет, что Universal так подружились с разработчиками Forza. А знаете, что еще удивляет? Новый компьютер от HyperPC – Invader. Это мощный зверь, который не оставит никого равнодушным. Оснащенный процессором Intel последнего поколения и видеокартами GeForce RTX 30 серии, Invader создан для максимально комфортной игры во всех современных проектах. Высокий FPS и разрешение тебе обеспечены. Системный блок с такой начинкой получился довольно компактным и размером всего 60 см. Его спокойно можно поставить на стол, и он станет отличным дополнением интерьера в любой комнате. Помимо стильного дизайна, корпус можно изменить, выбрав покраску из огромного количества цветов. HyperPC Invader — это воплощение качества, мощи компьютерного железа и яркого стиля. Лично я бы с радостью забрал себе такую машину. Если ты заинтересовался, то ссылка тебя ждет в описании. Помимо этого, в группе ВКонтакте HyperPC сейчас проходит офигенный конкурс, где у тебя будет возможность выиграть апгрейд своего ПК или компьютерную периферию. Для того, чтобы выиграть, ты просто должен быть активным в паблике HyperPC. Лайки, комменты будут повышать вас в рейтинге, а баллы можно будет потратить на покупки в их магазине. Будет 5 победителей. Первый получит 50 тысяч на прокачку ПК в апгрейд-центр HyperPC. Второе место заберет игровую мышь и коврик HyperPC. Остальные победители ухватят набор фирменного мерча HyperPC. Все, что нужно, это быть подписчиком группы ВКонтакте, проявлять активность, ведь за свои действия вы будете получать баллы. Акция длится с 22 июля 2021 года до 22 сентября того же года. Время еще есть. Подробнее о конкурсе вы сможете узнать в закрепленной записи в группе ВКонтакте HyperPC. Ссылочку найдешь в описании под видео. Ставь колокольчик и выигрывай. Чуть позже, а если быть точнее в ноябре 2015 года, Turn 10, авторы оригинальной серии Forza Motorsport, заявили о партнерстве с великой и могучей Bethesda. И нет, никто не заставлял игроков покупать Skyrim. Все немного проще. В Motorsport 6 появилась интересная раскраска на Ford F100 956 года выпуска. Окрашен данный автомобиль в ярко-голубой цвет и имеет наклейки с улыбкой Волтбоя на обеих дверях. Хромированные части выглядят достойно. Однако ржавый кузов производит впечатление, что ядерный микрореактор не заводился уже как минимум с десяток лет. Разработчики также заявили, что это только начало, и в Motorsport 6 со временем появится автомобиль, основанный на вселенной Fallout, а не только винилы для старых. И спустя полгода, в апреле 2016-го, в игре все-таки появился настоящий автомобиль из игры. Данным авто стал суперкар, который вытащили из 2069 года вселенной Нюка-Колы. Rocket 69, идентичная копия из 4-й части Fallout. Выглядит данный автомобиль очень футуристично и выделяется на фоне основного автопарка игры. Анонс Forza Horizon 4 был довольно интересным. Кен Блок и его Хуникорн отправились в поместье в Гудвуде и устроили то, что они умеют лучше всего — дрифт и уничтожение резины. Видеоролик такой же интересный, как
как и все привычные джимханы блока. В конце видеоролика показали уже нечто похожее, но внутри самой Horizon 4. Кстати, к слову, в третий Horizon тоже был набор автомобилей Hoonigan. Как многие могут знать, изначально серия Forza была эксклюзивом для консоли Xbox, у которой было множество качественных эксклюзивов от других студий, например, серия Halo, у которой есть кроссоверы с третьей и четвертой частью Horizon. В третьей части игроки могли прокатиться по всей карте на фирменном джипе Viper из вселенной Halo, который можно было получить, имея на руках специальный ключ, выдаваемый всем, кто играл в Halo 5 или Halo Master Chief Collection. В четвертом горизонте разработчики поступили иначе. Игрокам дали на короткое время примерить на себя роль мастера Чифа, который выполнял специальное задание – догонял десантный корабль Пеликан. Данное испытание до сих пор доступно в игре. И раз мы уже начали говорить про Horizon 4, то почему бы не вспомнить один из последних ивентов-коллабораций. Я говорю про коллаб со всем известным Cyberpunk 2077. На карте игры есть специальное испытание под названием Night City Exe. Пока не забыл, стоит уточнить, что задание доступно только после достижения специального уровня. Все дальше просто. Проходите гонку против машины Quadra VTEC из Cyberpunk 2077 и позже ее добавляют вам в гараж. Жаль, конечно, что не было коллаба с Ведьмаком, а то я не против прокатиться на платве в Forza. Пока я писал сценарий к этому ролику, Forza мне начала напоминать Fortnite. Были коллабы с самыми разными играми. Даже в третьем и четвертом горизонте есть автомобиль из Final Fantasy 15. Этим автомобилем являлась легендарная регалия, на которой главный герой с товарищами колесили всю игру. Жаль, что эта регалия не умеет летать, как в игре. Изначально, кстати, он появился в третьем горизонте, однако он позже перекочевал в четвертый Horizon. Помимо регалии, в четвертую часть решили добавить внедорожник Type D из этой же видеоигры. Top Gear поистине культовая передача, легендарные ведущие, которые стали кумирами для миллионов автолюбителей. Разработчики подметили данный факт и в той же Horizon 4 добавили отдельную ветку заданий, связанную с данной передачей. И пройти их вы можете по сей день. Один трактор, который имеет под собой 500 лошадиных сил, чего стоит, а после прохождения вы получаете белый комбинезон, который носит Стив, бессменный тест-драйвер шоу. А во второй части Horizon также присутствовал Карпак с одноименным названием шоу. Модельки автомобилей Hot Wheels очень популярны среди любителей авто, даже у меня есть несколько таких. И Turn 10 опять же пошли ва-банк, выпустив специальное DLC, посвященное Hot Wheels. Разработчики буквально перенесли в игру всеми любимые авто и модели трасс, петли, серпантины, площадки-ускорители и многое другое. Более того, в данном дополнении появилась возможность создавать собственные трассы, меняя различные элементы, плюс к этому все это можно было проходить в кооперативе. Кроме этого, игроки, купившие дополнение, получали 10 новых машин из наборов Hot Wheels. Стоит ли говорить о том, что появились десятки моделек в коллаборации с Forza, как с третьей, так и с четвертой частью Horizon. В четвертой Forza, кстати, был Карпак, посвященный Hot Wheels. Говоря о наборах, хочется вспомнить и о Lego DLC в Horizon 4. По факту, это отдельный остров, состоящий из различных кубиков Lego. Чтобы собирать машинки и собственный дом, вам нужны что? Правильно, кубики. Каждый заезд, каждая выходка, каждое испытание в данном DLC награждается небольшим количеством кубиков. По размеру долина Лего примерно равна острову Fortune Island, а еще здесь масса пасхалок от Лего, искать которые довольно весело. Если вы так же, как и я, до сих пор любите и собираете Лего, то я думаю, вам понравится данное DLC. В каком-то роде оно ощущается отдельной игрой по мотивам. Говоря о коллаборациях Forza с фильмами, Форсаж был не единственной кинолентой в серии, потому что в четвертой Horizon игроки получили пак автомобилей, связанных с Бондиан, от легендарного DB5 до плавающей машины Субмарины. Многие легендарные тачки из кинолент оказались прямиком в этом наборе автомобилей. У некоторых авто есть возможность выдвигать различные приспособления прямо как в фильмах. Как пример, у DB5 есть такие приспособления, как вращающаяся номерная табличка и выдвижные бамперы. Все коллаборации указаны в этом ролике как-либо, но все же взаимно рекламные. Игра рекламирует бренд, а бренд в свою очередь игру. Но в серии Forza, однако, есть и откровенная реклама, такая как Карпак от игрового издательства IGN, как в Horizon 1, так и в Horizon 2, Ford Mustang Boss 302 в раскраске Pizza Hut в первом горизонте, GTA Spana от Duracell Forza Horizon 3. Помимо этого, Forza Horizon 3 получила в свою коллекцию Карпаки Rockstar Energy и Карпак от Logitech.
различные кроссовки от Puma в честь выхода четвертого горизонта, и карпаки Samsung, и чипсы Doritos в Motorsport 7, и буквально десятки карпаков за существование всей серии игры Forza. Однако я выделил самое интересное и все-таки более похожее на рекламу или пиар, так что я могу ошибаться, что это было в таком духе на самом деле. Что ж, а на данном моменте я хочу вас подвести к концу данного видео. Я надеюсь, он вам понравился, и вероятно я упустил много деталей, ибо одних карпаков все-таки десятки, но я все же постарался собрать все в единое целое. Напиши, как тебе такой видеоролик, стоит ли делать еще такое, что я упустил, может быть были действительно интересные коллаборации, о которых не было сказано. Напиши в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.